Как рассчитать рассол так, чтобы его хватило тютелька в тютельку? Сначала подготовка огурцов и банок, затем секреты фирменного аромата, дальше немного рассольной математики, метод двойной заливки и, наконец, закатка и хранение. Самое главное правило — огурцы нужно мыть невероятно тщательно. Они должны буквально скрипеть под пальцами. После этого обязательно срезаем кончики у каждого огурчика. Конечно, в идеале брать маленькие корнишоны, они более плотные и ядреные, но если попались крупные, не беда, их можно просто нарезать. А теперь отличная новость про банки. Забудьте про долгую и мучительную стерилизацию над паром. Достаточно просто вымыть их с обычной пищевой содой или, что еще проще, прогнать через горячий цикл в посудомойке. Все, они кристально чистые и готовы к работе. Переходим ко второму этапу. На дно мы укладываем так называемую ароматную подушку. Это наш природный усилитель вкуса. Сначала кладем лист хрена, потом обязательно по листочку черной смородины и вишни. Они не только потрясающе пахнут, но и помогают огурцам оставаться крепкими. Ну и, само собой, классический зонтик укропа для традиционного пряного аромата. Это абсолютный стандарт, который работает на все 100. А вот тут, внимание, небольшой экспертный секрет. Ни в коем случае не бросайте зубчики чеснока целиком. Их обязательно нужно нарезать дольками. Именно в таком разрезанном виде чеснок отдает рассолу максимум своих эфирных масел, и вкус получается невероятно глубоким. Подготовили зелень? Отлично. Теперь максимально плотно забиваем банки нашими огурцами. Шаг третий — математика рассола. Давайте применим наше золотое правило на практике. Смотрите, как это просто. Допустим, перед нами стоят ровно 4-литровые банки с огурцами. Значит, нам понадобится около 2 литров воды. Все логично, ровно половина объема. Чтобы уж точно спать спокойно и избежать любых сюрпризов, можно вскипятить воду с самым крошечным запасом, буквально на полстакана больше. Но основа расчета работает безупречно. Четвертый этап — двойная заливка и немного кулинарной химии с уксусом. Начинаем с первой, подготовительной заливки. Мы просто заливаем наши банки чистым крутым кипятком, накрываем крышками и забываем о них минут на 20-30. Зачем это нужно? Огурцы должны глубоко и равномерно прогреться. Самое интересное, что потом эту воду мы просто сливаем в раковину. Все, она свою работу сделала. А пока овощи грелись, мы как раз успели подготовить все для основной заливки. Итак, воду слили. Теперь прямо в банку закладываем сухую базу. Пропорции тут выверены с аптечной точностью. На 1 литр 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка сахара и 1 бутончик гвоздики. Туда же кидаем от 3 до 5 горошин черного и душистого перца, плюс 1 лавровый лист. И вот классная фишка. Добавляем чайную ложку горчицы. Можно порошок, можно зернышки. Она даст легкую остринку и дополнительно защитит банку от брожения. Дальше идет важнейший элемент — уксус. И тут главное не совершить типичную ошибку. Если берете обычный 9% столовый уксус, смело лейте ровно 3 столовые ложки на литровую банку. Но если у вас под рукой только жесткая 70% эссенция, лить ее в чистом виде категорически нельзя. Ее нужно заранее развести, строго 1 часть эссенции на 7 частей воды. Только после этого у вас получится безопасный уксус нужной крепости. Пятый этап — закатка и правильное хранение наших запасов. Заливаем банки свежим, только что сваренным кипятком. И запомните, критически важное правило — берем только новые крышки. Старые, прошлогодние использовать нельзя, они просто не обеспечат нужной герметичности. Плотно закрутили и теперь переворачиваем банки вверх дном. Дальше укутываем их во что-то теплое — полотенце или даже настоящее одеяло. В таком уютном коконе они должны медленно остывать минимум пару часов, а в идеале оставьте их так на всю ночь. Это создаст идеальный вакуум. Утром наши банки полностью готовы. Знаете, что самое крутое в этом рецепте? Его абсолютная надежность. Благодаря правильной технологии хранить эти огурцы можно где угодно. Понятно, что прохладный погреб или темная кладовка — это классика. Но даже если их нет, банки отлично простоят при комнатной температуре. Практика показывает, что если места совсем мало, их можно годами хранить даже внутри обычного домашнего дивана. На этом у нас все. До новых встреч!